друзья! Всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Как надо торговаться? Поехали! Однажды в Марракеше я отправился на базар покупать ковер. Я тогда только учился торговаться. Конечно, я знал, что на базаре не покупают за предложенную цену, и что ее цену надо сбивать. Но знания мои были исключительно академическими. Нельзя же поход на московский рынок за помидорами всерьез считать практическим занятием. Поэтому для начала я отправился на базар без денег. Хотелось понаблюдать за другими игроками, не вступая пока в игру. Англичане меня разочаровали. Они торгуются без страсти, для проформы. Их хозяйское отношение к миру, запрограммированное в генах, делает их неспособными к борьбе за нужную цену. Взять силой, завоевать, победить – вот их принцип. Но на базаре он не действует. С лавочником надо общаться на равных, понял я. Высокомерие – фактор повышения цены, а не снижения ее. К тому же, настоящему британцу ковер не нужен. Он у него уже есть. Еще со времен королевы Виктории. Немцы, напротив, слишком отчетливо показывают заинтересованность в сведении цены к нулю. Купив вещь за бесценок, пытаются выторговать бесплатную доставку и не дать чаевых. Вид суетливых германцев, повторяющих «шайнсе, шайнсе», не может вдохновить на торговый подвиг. От скучных педантов лавочники спешат отделаться, объявляя очень высокую цену лишь для того, чтобы оградить себя от такого общения. Редкие американцы, страшась подвоха, терроризма и фундаментализма, ведут себя неадекватно. То есть неумело, но агрессивно. Весь их гешефт составляет 15-20%. Итальянцы торгуются радостно и шумно, и неутомимо, снижая цену вдвое, выпивают чай, обмениваются визитками с лавочниками и отбывают на обед, ничего не купив. Очевидно, что процесс их увлекает. Но нет. Привычки всей жизни вовремя садиться за стол они изменить не могут. Про французов я даже говорить не хочу. Эти быстро доводят торговцев до ярости, вызывая нежелание не то что торговаться, но и торговать. Чаще всего ковер остается в лавке.
которая вдруг закрывается по самым разным причинам. А французы, недоумевая, отправляются искать новую жертву. Ближе всего к идеальному было поведение россиян. Эти ходили парой, жена с мужем. Причем жена всегда знает, что ей надо, а муж всегда хочет поскорее попасть в отель и выпить пиво. Они торгуются с помощью языка жестов и кнопок калькулятора и получают нормальную цену. Секрет успеха прост. Жена всегда хочет купить понравившуюся вещь. Муж никогда. Торговец по-мужски солидаризируется с мужем и не затягивает спектакль, желая освободить изнывающего от скуки и жажды парня. Удовольствие от процесса торговец не получает, но и неудовольствие не получает тоже. Мое мнение о том, кто лучше всех торгуется, было поколеблено позже. Оказавшись как-то в том же Марракеше, я увидел пилотаж высшего класса. Мой друг, хозяин лучшего узбекского ресторана Москвы, предложил торговцу такую цену, что, будь на его месте французы или прочие американцы, их выволокли бы на площадь и побили камнями. Нас никуда не поволокли. Напротив, лавочник послал за чаем, потер руки и начал игру. Ресторатор же, казалось, и не играл вовсе. Назвав свою цену, он будто потерял интерес. Вместо того, чтобы торговаться, стал расспрашивать лавочника о новостях и о семье. Чай он честно пил, от предложенных фиников не отказывался, но как только разговор возвращался к цене, без энтузиазма повторял уже названную, приговаривая: «Друг мой, ковер-то мне совсем не нужен, да и тащить его в Москву неохота». Выбранный ковер, по легенде, принадлежал еще прадеду торговца. Потом на нем сидел дед, по нему ползали его внуки, на него писал сам лавочник. Теперь отцу надо лечить глаза, денег нет, и выручка от проданного ковра – все, на что семья может рассчитывать. Товарищ мой выслушивал все истории торговца, говорил сам и задавал вопросы. Казалось, еще 15 минут, и они, торговец и ресторатор, оседлают коней и поедут в пустыню проведать семью кочевников. Но никуда они не поехали, лавочник сдался, отдал ковер в 6 дешевле первоначальной цены, причем в эту стоимость была включена
пересылка в Москву. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока.